Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Фэншоп полезный и не очень. Сегодня подробно разберем одну из последних новинок от компании Honor со всеми ее плюсами и минусами. Honor X40. Стильный, компактный, с невероятно ярким, сочным и качественным экраном, производителем железа. И все это за $240. Сказка ли? Давайте же подробно разберем, так ли это на самом деле. Лайк, подписка на канал за старание. И мы начинаем. Поставляется смартфон в белой коробке. Комплект очень скромный и аскетичный, но при этом есть все необходимое. Здесь и прозрачный чехол, скрепка, шнур для зарядки, ну и не забыли положить быструю зарядку на 40 Вт. Упаковано, конечно, так себе. Сам телефон болтается в коробке. Эстетического удовольствия не испытываешь никакого. Складывается ощущение, что экономили буквально на всем. Начиная от пакета, в который упакован сам телефон, заканчивая скромной брошюркой по эксплуатации. Ну серьезно, какой-нибудь Xiaomi за 6000 рублей упакован куда лучше. Это тот случай, когда я этому даже рад. Кажется, что все затраты ушли именно на производство самого телефона. Как только ты его достаешь из этого бомж-пакета, так сразу все негодование проходит. Каждая копейка ушла именно в сам телефон. О, да, ребят, да. Экран, конечно, ну просто пушка. Пушка. Я в шоке. Вот такой цвет, перламутровый, он у нас матовый. На выбор также доступны черные и зеленые цвета. Чуть позже обещают выпустить золотой. Интересно будет посмотреть на него. Дизайн смартфона, конечно, привлекает самобытным оформлением камер в виде кольца всевластия. Смотрится, конечно, очень свежо. Кому-то нравится, кому-то не очень, это дело вкуса. Но отрицать тот факт, что смартфон притягивает взгляды, никто не будет. Давайте пробежимся по кнопкам и элементам управления. С правой стороны у нас вынести на качели регулировки громкости, кнопка включения. На нижней грани расположился решетка динамика, разъем USB Type-C для зарядки. Это у нас микрофон разговорный, лоток для сим-карты. У нас здесь можно разместить две сим-карты без карты памяти. То есть память нужно выбирать сразу же. Видим очень хорошую прорезиновую проставочку. Причем здесь такой уплотнитель резиновый. Красную видим. Все четко сделано по уму в этом плане. Молодцы. Хорошо сделано. Левая же сторона осталась свободной. На верхней грани вынесен микрофон и инфракрасный порт. На экране у нас разместилось аккуратное отверстие под камеру. Замечу, ребят, пленка у нас наклеена с завода. За это им большой плюс. На задней стороне у нас расположилось такое кольцо. Отличительная черта Honor. Две камеры. Одна, вторая и LED вспышка. Надпись Matrix, AI Vision камера, ну и надпись Honor. Смартфон очень удобно лежит в руке. С экономикой у него все в порядке. Материалы корпуса у нас стекло плюс пластик. По габаритам у нас в высоту 162 мм, в ширину 74 мм, толщина у нас составляет всего 7,9 мм. При таких немалых габаритах вес устройства составляет всего 172 грамма. Пушинка прям в руке практически не ощущается. Даже комплектный чехол очень тоненький и практически не увеличивает телефон в размерах. Все сделано стильно и аккуратно. Площадь экрана по соотношению к корпусу занимает 94%. Очень эффектно и стильно выглядит закругленное стекло по бокам. Раньше такое решение применялось только во флагманах. Телефон у нас работает под фирменной оболочкой Magic UI версии 6.1, которая базируется на 12 на версии Android. Оболочка очень простая, интуитивно понятная. Давайте коротко пробежимся по его настройкам. Настройки Wi-Fi, Bluetooth, понятное дело. Аккаунт нужно входить, почему-то мне это не получилось. Кому это удалось, напишите, как вы это сделали. Экран и обои. Здесь можно выбрать, соответственно, темы. Конечно, не очень много, но я думаю, где-то можно скачать их еще. Мне, в принципе, хватает. Само собой, у нас здесь полноценный AMOLED-экран с функцией Always On Display, которая работает полноценно. Вот режим отображения одним касанием. Либо можно поставить, чтобы он весь всегда был включен. Огромное количество здесь кастомных вещей, будильников и так далее и тому подобное. Далее, само собой, разблокировка журналов. Здесь у нас обои, но это само собой. Ну и тип значков можно выбирать какой вам угодно. Настройка экрана, сколько сетка у нас будет 5:6, либо 4:6, 5:5. Автоматическое выравнивание у меня стоит, ну и все остальное.
Дальше у нас стиль рабочего стола, то есть кому как нравится. Дальше у нас выходит яркость, само собой можно поставить темную либо светлую. Давайте поставим темную. Лучше будет видно вам. Это переключение, настройка темного режима. Это каждое, в принципе, приложение может подстраиваться под темную тему. Автояркость, кстати, работает корректно. Бытовая температура. Здесь можно подстроить, какой будет тон. Спящий режим, с собой защита зрения. Это что-то типа шима. Где-то читал на форуме, у меня люксометра нет, не могу проверить, конечно. Но читал на форуме, что действительно качественный экран, что только на процентов 20 яркости там шим где-то в районе 30, а так шим минимальный, то есть глаза у вас оставать от него совершенно не будут. Режим чтения и так далее, умное разрешение, может подстраиваться под любое приложение. Скорость от обновления экрана, напоминаю, здесь у нас стоит AMOLED матрица на 120 Гц, можно поставить автоматическое, телефон будет сам определять приложение, поддерживает высокую герцовку и переключать на нее, либо можно поставить высокую постоянно, ну либо на 60 Гц. Я ставлю всегда постоянную, потому что люблю потреблять качественный контент, особенно на таком экране. Не зря же нам поставили его сюда. Далее другие настройки, вырезы и так далее. Все это дело можно подстраивать. Здесь все, в принципе, довольно гибко. Звук, вибрация, само собой уведомления, больше ничего нет. Биометрические данные, отпечатки пальцев, распознавание лица. Да, кстати, ребят, давайте сейчас прям и настроим. Смотрим удаление лица, настройка другого образа. То есть можно, получается, более одного лица настраивать без проблем. Приложение, батарея. В батарее режимы можно выставлять производительный, либо энергосберегающий. Производительным у нас процессор задействован на максималку. Вот здесь можно поставить, как у вас будет отображаться заряд в значке, либо сверху, в общем, как угодно. Другие настройки, подключение, умная зарядка. Далее у нас память, ну это само собой сколько у нас памяти, здесь все безопасность. Ну это понятно, подключение SOS, конфиденциально, цифровой баланс. Ну это можно настроить, сколько вы будете находиться с телефоном. Ассистент, я им не пользуюсь, поэтому мне он особо не нужен. Специальные возможности, жесты, мультиоконные режимы, ну и так далее. По сути дела, Magic UI очень простая в пользовании, не тяжелая, в отличие от той же MIUI, не нагружает систему, все очень быстро летает. Лагов я вообще нигде не видел, то есть от слова совсем. Даже после перезагрузки телефона все подгружается очень быстро, ну, процессор вывозит, ну, плюс еще высокая герцовка. В общем, операционная система Magic UI мне понравилась, довольно-таки неплохая. Но она изначально была хорошо оптимизирована, поэтому у Huawei с этим никогда проблем не было. Ставлю 5. Одним из самых важных элементов современных смартфонов является экран. Здесь он выполнен по технологии водопад, и он просто шикарен. Диагональ составляет 6,67 дюймов с разрешением 2400 на 1080. Плотность пикселей составляет 395 ppi. Отличная яркость 800 нит. Лично я его использую максимум на 70%. Хватает с головой. Мультитач у нас 10 касаний. Само собой. Глубина цвета у нас 30 бит со 100% цветовым охватом sRGB. Повышенная частота экрана на 120 Гц плюс частота дискретизации на 300 Гц в совокупности с частотой шима в 1920 Гц делают свое дело. Пользоваться смартфоном одно удовольствие. И неважно, играете ли вы в игру, либо смотрите свой любимый сериал. Качество картинки всегда будет на самом высоком уровне. За производительную часть отвечает 8-ядерный процессор от Qualcomm Snapdragon 695. Он выполнен у нас по 6-нанометровому техпроцессу и состоит из двух высокопроизводительных ядер Cortex A78, работающих на частоте 2,2 ГГц, и 6 энергоэффективных ядра Cortex A55, которые у нас трудятся на частоте 1,8 ГГц. За графику отвечает графический процессор Adreno 619. Вся эта связка набирает почти 400 тысяч баллов. Очень впечатляющий результат, особенно учитывая ценник смартфона. По памяти у меня версия 6,128, доступна на выбор также 8,128, либо 8,256. Тип памяти у нас LPDDR4X. Это двухканальная память, работающая на частоте 2133 МГц. К другим тестам. Wildlife Stress Test 1200, Slingshot 4130, Wildlife Extreme Stress Test 60, Geekbench 667 в однопоточном и 1920 в многопоточном режиме. Тест на тротлинг при 100 потоках 15 минут, максимум 190 гипсов, минимальное значение 178 гипсов. Тут же запускаю второй тест на 30 минут. При тех же 100 потоках максимум 197 гипсов, минимум 186. Отличнейший результат. Процессор практически не тротлит. В общем и целом, практически все игры идут замечательно на высоких и ультравысоких настройках графики. Если хотите более подробный игровой тест данного девайса,
Пишите внизу игры, которые бы вы хотели, чтобы я протестировал. Если видео наберет более 100 лайков, я это сделаю. По камерам. Основной блок у нас состоит из двух сенсоров. Главный у нас на 50 мегапикселей от Samsung с апертурой 1.8. Имеет на борту электронную стабилизацию, автофокус. Пишет видео максимум в 1080-30 кадров в секунду. Второй сенсор у нас на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Она у нас отвечает за эффект глубины. Ну и фронтальная камера у нас на 8 мегапикселей с апертурой 2.0. Видео максимум у нее 1080-30 кадров в секунду. К сожалению, не более. Вот небольшой пример фото-видеосъемки в дневное и ночное время суток. Решил вам записать тест для вас. Новый Honor X40 в ночное время суток. Здесь у нас включается, соответственно, подсветка. Это у нас селфи-камера, у нас на 8 мегапикселей, апертура 2.0. Видите, как она отрабатывает. Стабилизация, ну, как я скажу, роллинг шаттера практически нет. Слышите меня вот сейчас, вроде не закрыл никакие микрофоны пальцем. Поэтому вроде нормально. Но с потряски вижу, что все-таки стабилизация такое себе. Хотя вроде она у нас заявлена. Видео пишется в максимально Full HD 30 кадров в секунду. Пишем на основную камеру. Напомню, у нас сенсор от Samsung на 50 мегапикселей. Вроде заявлена у нас стабилизация. Должна как бы отрабатывать электронная. Но давайте чуть приближим, как она у нас работает. Ну, я думаю, такое себе, конечно. Давайте проверим, как у нас автофокус срабатывает. Нет, работает. И в принципе довольно быстро. Угу. Удивительно даже. Очень быстро. Смотрите, хватает ему. Удивил. Видео, к сожалению, только пишется Full HD 1080-30 кадров в секунду, не более. Так, и вот еще протестируем еще один режим, мультисъемка так называемый. Здесь, соответственно, видим, как пишет основная камера и селфи. За эти деньги очень быстрая фокусировка, даже удивительно. Давайте попробуем приблизить. Нет, да, можно приближать даже. Ну, конечно, не советую. Каша полная. Максимум 8х. Такое себе, конечно, получается. Но довольно-таки неплохо. 2 раза можно по тапу и переключать, как видим, туда-сюда. Вполне неплохо реализовано. Все быстро работает. Как раз таки сейчас проверите, как у нас работает стабилизация. Давайте я пробегусь. Это у нас на одной руке. А так, ребят, пишет видео в полной темноте. Он у нас подсвечивает зону. Экран весь, получается, светится и... Так, ну что, ребят, зашел в магазин, потому что не особо-то комфортно на улице снимать. Все-таки 10 градусов мороза. Заодно здесь и проверим. Так, тестируем у нас одну основную 50 мегапиксельную камеру. Напомню, сенсор у нас от Samsung со светосилой 1.8. Давайте проверим фокусировку. Не, фокусировка очень хорошо отрабатывает. Вроде у нас заявлена электронная стабилизация. Как раз сейчас проверите, я вот иду быстро.
как она отрабатывает. Снимаю с одной руки. Так, а теперь немного поснимаем на мультисъемку. И селфи 8-мегапиксельную задействуем, ну и основную камеру. Посмотрим, как она будет отрабатывать. Ну да, автофокус просто бомба работает. Прекрасно. Прекрасно. Напомню, у нас здесь сенсор на 8 мегапикселей, селфи с апертурой 2.0 и основная на 50 мегапикселей от Samsung с апертурой 1.8. Камера это у нас селфи на 8 мегапикселей. Работает все очень быстро, фокусировка. Автоматическое по лицу имеется. Автофокусировка. Соответственно, очень хорошо работает. Ну, как вы видите, ролик шантра практически нет. Слова совсем. Микрофон вы слышите сейчас на своем экране. Давайте еще поснимаем нашу елочку. Основную камеру видео ведется в 1080, 30 кадров в секунду. К сожалению, больше писать он не может быть. Ну что, ребят, давайте проверим, как у нас отрабатывает фокусировка. Вполне себе. Фокусировка очень быстро работает. Давайте попробуем приблизить что-нибудь. DMX, конечно, не советовал бы этого делать. Да, на 5.8 уже каша полнейшая. Так, немножечко селфи камеры. Селфи у нас на 8 мегапикселей. Пишет тоже, к сожалению, максимум 1080. 30 кадров в секунду. Не больше. Зато есть автофокусировка по лицу. Вроде заявлена такая возможность. Что касается звука, то он здесь вполне хороший. Динамик не сильно громкий, но звучит довольно-таки качественно. Поддерживает Hi-Res аудио. Но, к сожалению, динамик всего один. Do as you set me free from all the things that held me. One scene with you, boy, you don't even get the clue. Only twice seen with me, 'cause I put paying you call. В наушниках звук очень хороший, поддержка кодеков aptX и AAX, плюс фирменная технология улучшения звука Hisense 7.0. Причем она подходит для любых видов наушников. На выбор можно выбрать несколько режимов звучания. 3D аудио присутствует с разными режимами настройки. Также есть возможность поиграться в эквалайзере с усилением басов. Есть уже предустановленные настройки, за это им спасибо. В общем и целом разгуляться есть где, особенно если у вас хорошие наушники. По коммуникациям поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi 2,4-5 ГГц, Bluetooth версии 5.2, по GPS навигации GLONASS, Beidou, Galileo. Все по стандарту, спутники ловит хорошо, поддержка инфракрасного порта, NFC модуля, к сожалению, нет, 3,5 мм джека тоже. По датчикам: датчик света, приближения, акселерометр, компас, гироскоп на борту. Все работает корректно и без глюков. По связи: 4G, Band 3, 8, 38 на борту, 7 и 20 нет, поддерживает 5G. Хотел бы более подробно остановиться на связи. Я пользуюсь двумя операторами Ростелеком и Билайн, и проблем со связью и интернетом у меня не было, даже за городом. Есть возможность записывать собеседника без оповещения. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это уведомления. В Telegram они приходят как-то хаотично, но частично я решил эту проблему. Чуть позже покажу как. Раз уже заговорили о проблемах, стоит упомянуть Google сервисы. Их здесь нет. Да, это телефон для китайского рынка, но они сюда устанавливаются через сторонние приложения G-Space,
Gbox либо DualSpace. Это приложение, которое создает виртуальное пространство, из которого непосредственно идет установка этих самых Google сервисов. Но в защиту Huawei и Honor хочу сказать, что практически все приложения присутствуют в их фирменном магазине App Gallery. Так что особого дискомфорта я при пользовании не ощутил. Единственная болячка, которую мне так и не удалось вылечить, это регистрация аккаунтов Honor ID. Что я только не пробовал, ничего не помогает. Промучился 3 дня без толку. Если у кого-то получилось это сделать, напишите, ребят, в комментариях, буду очень благодарен. Аккумулятор у нас на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт, которая, кстати, у нас идет в комплекте. В сочетании с 6-нанометровым процессором Snapdragon 695 плюс качественной AMOLED матрицей увеличивают время работы смартфона до внушительных пределов. В PC-марке смартфон выдал 18 часов 37 минут. Тест я проводил на 80% яркости при 120 Гц и еще осталось 20% заряда аккумулятора. В игре Genshin Impact при 100% яркости на 120 Гц смартфон разряжается на 3% за 15 минут, за полчаса на 8% и за 1 час на 15%. При проигрывании YouTube на максимальной яркости при 120 Гц за 15 минут смартфон разряжается на 2%, за 30 минут на 4% и за 1 час на 8%. Результаты просто отличные. Заряжается же смартфон своей зарядкой за 15 минут на 26%, за 30 минут на 50% и от 0 до 100% смартфон заряжается за 1 час. Ну что я могу сказать, результат просто превосходный. По итогу получается очень стильный, производительный смартфон с огромным количеством плюсов, среди которых его самобытный дизайн, и не только мне он понравился. При подсъеме материала люди останавливали меня и спрашивали, что это за смартфон. Давно такого не было. Качественный, сочный экран с высокой герцовкой и отсутствие шума. Неплохая производительность, но и его автономность. Он очень долго работает. Минуса тоже присутствуют. Это отсутствие NFC-модуля, для кого-то это очень важно. Не все бенды. Ну и небольшие танцы с бубном для настройки его под наш регион. А так, в целом, смартфон очень достойный, особенно учитывая его ценник. Меня он порадовал. Пишите, что вы думаете о этой диковинке из Поднебесной. Подписывайтесь на канал, если до сих пор еще не подписаны. Ставьте лайки, залетайте на Дзен. Там видео выходит намного чаще. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.